Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как я наконец-то исполнил свою давнюю мечту и собрал домашний кинотеатр, и почему я остановил свой выбор на проекторе Changhong C300. Я подробно расскажу о проекторе и опишу свои впечатления от общения с этим аппаратом. Раскрою его особенности, сильные и слабые черты, покажу и расскажу о сценариях использования и рекомендуемых настройках. Построил классический домашний кинотеатр с ресивером, двухполосной акустической системой 5.1 и поделюсь всеми особенностями и секретами, как собрать свой ДК с минимальными затратами. Если вы любите кино так же, как и я, то вы тоже исполните свою мечту и соберете ДК, и вся ваша семья получит море впечатлений и положительных эмоций. Поверьте, это того стоит. Почему именно Changhong C300? Мне нужен был компактный, тихий и легкий проектор, чтобы он вписался в интерьер гостиной. Достаточно яркий, чтобы комфортно показывать диагональ в 100 дюймов и при этом не засвечивать все вокруг избыточной яркостью. Помещение у меня достаточно светлое, и превращать его в пещеру Бэтмена у меня и моих домашних нет никакого желания. Оптический блок проектора с проекционным соотношением 1.2 отлично подошел под условия помещения с проекционным расстоянием до 3 метров. Если у вас аналогичное расстояние, смело можете брать эту модель проектора. Если у вас расстояние до экрана 4, 5 и более метров, тогда вам нужен более яркий аппарат. Как видите, под каждое конкретное условие есть свои варианты решения. Герой нашего сегодняшнего видео обладает всеми плюсами производительного смарт-проектора с операционной системой на базе Android 9 версии. Его универсальность и широкий функционал позволяют использовать его и в гостиной, или в любой другой комнате как самодостаточное устройство. Smart TV плюс шустрый Wi-Fi на 2 диапазона и Bluetooth для беспроводного подключения внешней периферии и акустических систем обеспечит вам мобильный центр развлечений в любой комнате вашей квартиры. Масса у него всего пара килограмм. Переместить этот проектор не составит никакого труда. Два встроенных динамика по 5 Вт играют очень хорошо для такого малыша, особенно если включить систему эмуляции Dolby. Есть тонкие регулировки звука и вполне различимые низкие частоты. Changhong C300 звучит лучше большинства обычных телевизоров. Интерфейс HDMI IRC 2.0 с HDCP 2.2, поддерживающий 4K HDR10 и гибрид Low-Gamma, разъем USB 2.0 и оптический вход для видеопары, плюс мини-джек для подключения наушников. Поддержка AirPlay, Miracast и DLNA, система воспроизведения контента с единого сервера по домашней сети. Отлично настроена цветопередача прямо с завода и возможность тонких настроек картинки по вашему вкусу. Система интерполяции кадров и повышения резкости третьего поколения MMC работает просто отлично и раскрывает себя в полной мере в спортивных трансляциях и мультфильмах. Еще меня интересовала возможность попробовать 3D на проекторе, ведь экран получается заметно больше, чем на телевизоре. Специально приобрел две пары 3D очков DLP-Link от Fengmi и Aptoma, как лучшие экземпляры по яркости и цветопередаче в 3D режиме. Обязательно поделюсь с вами опытом их использования. У проектора очень хороший пульт с функцией аэромыши. Работает по протоколу Bluetooth. Пульт удобный, ощущается приятная тяжесть. По удобству он заметно лучше, чем пульты от TV-боксов Xiaomi. Функцией аэромыши пользоваться легко и просто. Достаточно взмахнуть пультом в воздухе для появления курсора и нажать любую кнопку или взмахнуть опять, чтобы курсор исчез. Запитывается пульт парой пальчиков батареек формата 2А. Проектор идет в ярко-желтой коробке, в глянцевом черном картонном слипе с серебристым тисненным текстом на поверхности. Внутри проектор хорошо защищен от ударных воздействий при транспортировке. В комплекте поставки сам проектор, пульт дистанционного управления, краткая инструкция на английском, полную версию можно скачать по ссылке под видео, блок питания на 19 вольт и 6,3 А на манер ноутбучных. При том, что этот малыш спокойно покажет проекцию к диагонали в 120 дюймов, у него низкое энергопотребление. Проектор потребляет 74,6 Вт в эко-режиме, 88 Вт в обычном режиме яркости, а в режиме для презентации C300 потребляет 95,6 Вт. Звук и система поступления воздуха расположены по двум сторонам проектора. Теплый воздух системы охлаждения выдувается сзади проектора, поэтому следует оставить минимум 20 см от стены сзади аппарата и приличное расстояние по бокам, чтобы проектор не перегревался. Сама система охлаждения, можно сказать, что почти бесшумна. Шум в работе не превышает 32 дБ. Даже располагая проектор достаточно близко, зритель не испытывает дискомфорта во время просмотра. Changhong C300 можно размещать как в спальне, так и в детской. Широкие возможности коррекции трапеции и цепки автофокус это позволяет. А можно установить на штатив или подвесить на специальный кронштейн к потолку или закрепив на стене.
Специально для устройства своего домашнего кинотеатра приобрел кронштейн X-Roof от XGIMI. Он отлично подходит к цвету проектора C300 и хорошо впишется в любой интерьер. Несколько секций и фиксируемый шарнир позволяют гибко настроить положение проектора и задать его наклон, если это необходимо. Штука очень хорошая и надежная. Загляните под видео, там будет ссылка на этот кронштейн. Технические характеристики проектора Changhong C300. Проектор выполнен по технологии LED-DLP, DMD-чип 0.33. Оптическое разрешение 1920 на 1080 точек достигается путем смещения матрицы 2 раза за такт. Все тесты на четкость проектор проходит и выводит картинку в разрешении Full HD. Есть поддержка 4К и HDR10. Яркость проектора порядка 800 ансилюмен в режиме для презентаций. В обычном режиме яркость составит 600-650 анси, что достаточно для комфортного просмотра контента на диагонали в 120 дюймов. Для просмотра 3D диагональ нужно будет уменьшить, разместив C300 ближе к экрану. Поддержка автофокуса, коррекция трапеций по 4 и по 8 точкам, автокоррекция трапеций. Сам проектор довольно компактный, размерами 20 на 19 см и высотой 12 см. Масса проектора 2 кг. Теперь посмотрим на меню проектора. В левой части расположен медиацентр, проигрыватель файлов из внутренней памяти проектора и из внешних устройств. Здесь все разбито по типу файлов и категориям носителей. Можно удобно сортировать и выбирать нужные вам файлы. Далее в меню идет TV Manager, по аналогии с диспетчером задач WOS Windows, где мы можем посмотреть загруженность процессора, ОЗУ, ПЗУ и произвести очистку, выгрузив из оперативной памяти лишние данные для ускорения работы проектора, когда это необходимо. Здесь же происходит установка и удаление приложений. Достаточно записать на флешку нужное ПК и установить на проектор. Опция очистки кэша отвечает за его очистку. Тут все просто. Нажимаете и кэш очищается. В правой части расположились настройки проектора, переключатель источника HDMI и меню подключения планшета или смартфона для передачи медиа на проектор. В самой правой части расположены установленные приложения. В моем случае это Smart YouTube, Wing для просмотра ТВ, HD Videobox и MX Player для просмотра потокового видео и китайский магазин приложений. Посмотрим настройки проектора. Можно настроить режим сцены для картинки. Стандартный, в этом режиме цвета немного уходят в холодный оттенок. UMAX рекомендуется для просмотра фильмов и другого контента в темноте, более теплый оттенок. Режим спорта для просмотра спортивных трансляций. Перевод SDR в HDR и мой режим. Можно задать свои настройки, взяв за базу любой из режимов на выбор. Внутри моего режима отдельно идут настройки картинки и звука. По картинке можно настроить контраст, яркость, цветовую насыщенность и четкость. Под пунктом меню «Цветовая температура» находятся настройки RGB цветов. По звуку есть режим активации Dolby Surround, что создает эмуляцию объемного звучания. Разгон баса усиливает нижние частоты, можно поднять высокие или улучшить разборчивость голоса. Далее можно менять усиление конкретных частот, указанных в герцах. Функция Reset сбрасывает настройки к стандартным. Теперь пункт меню настроек Picture. Здесь можно задать параметры картинки. Первый пункт True Color отвечает за настройки цвета, яркости кожи. Оттенка кожи можно раздельно настроить цвета по каналам или сбросить настройки к стандартным. Далее идет пункт 3D режим. Активный при автоматической трапеции, к нему мы вернемся позже. MMC отвечает за режим интерполяции кадров, увеличивает четкость и плавность картинки. В настройках есть 3 градации, либо можно выключить уплавнялку. Далее идет пункт Digital Noise Reduction или цифровое подавление шума. Это касается цифровых шумов, мурашки и шумов пленки. Динамическая глубина. Фильтр увеличивает видимый контраст картинки в случае малоконтрастного изображения. Умный фильтр меняет картинку в зависимости от обстоятельств, вытягивая более темную сцену по яркости. В меню Sound находится уже знакомая нам настройка звука в графе Sound Settings. Далее можно выбрать режим звучания встроенных колонок или же внешней аудиосистемы. Это сделано для передачи звука по возвратному каналу RC по HDMI. Можно отрегулировать задержку звука на оптическом выходе проектора и выбрать 2 варианта звучания системных звуков или выключить их вовсе. Меню сетевых настроек позволяет задать настройки беспроводного подключения, подключение по витой паре и посмотреть текущую информацию о сети. Меню Bluetooth отвечает за подключение к проектору C300 различной периферии и других устройств. В системных настройках можно изменить язык, начиная от китайского, английского и множества европейских и, конечно же, русский.
Также можно изменить имя устройства, посмотреть информацию о текущей ОС проектора и прошивке, изменить временную зону для настройки системного времени, включить режим Plug and Play при HDMI подключении внешних устройств. Проектор будет автоматически переключаться на отображение по HDMI при обнаружении активного внешнего устройства. Режим автовыключения полезен, если вы засыпаете за просмотром фильмов поздним вечером. Выставляйте таймер и проектор выключится сам. Опция задержки выключения, которая в русском варианте обозначена иероглифами, запрашивает 7 секунд, действительно ли вы хотите переключиться в другой режим или выключить проектор. После истечения 7 секунд произойдет выключение, за это время можно выбрать выключить или перейти на HDMI просмотр или отменить. В параметре ScreenSaver устанавливается время до появления заставок в виде фотографий. Pilot Lamp отвечает за индикацию небольшого диода на верхней панели проектора в режиме ожидания. Световые настройки – это 3 режима яркости проектора: эко, стандартный и яркий режим для презентаций. HDMI Access отвечает за параметры HDMI, управление проектором и аппаратуру, подключенную по HDMI. Последняя опция сбрасывает настройки проектора к заводским. В настройках дисплея мы можем изменить поворот проекции, исходя из условий установки проектора. Далее идут коррекции трапеции, ручная или автоматическая. Ручная по 4 точкам, если проектор установлен слева или справа от экрана, и ручная по 8 точкам, если у вас вогнутый экран, как в IMAX. Далее фокус устанавливается в ручной или автоматический режим. В переходе в авто немедленно начнется автофокусировка, а при включении ручного режима нужно выбрать нижний пункт меню и произвести настройку фокуса вручную с пульта. Перейдем к тестам на примере изображения Бурож. Диагональ проекции 95 дюймов, это порядка 240 см. Расстояние от проектора до экрана 280 см. Рассмотрим тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. Все цвета выглядят отлично, без затемнений и искажений по углам проекции. Это особенность технологии DLP. Цвета она передает очень хорошо, а яркие RGB светодиоды формируют равномерную картинку по всему полю кадра. Особенность всех LED DLP проекторов в том, что черный здесь не такой насыщенный, как у Один LCD. Но с другой стороны, передаются все детали в цветах и в тенях, и картинка выглядит сбалансированной. Девушки тоже смотрятся отлично, кожа выглядит естественно. С резкостью тоже все в полном порядке по всему полю кадра. Есть небольшой эффект хроматических аберраций ближе к углам кадра, заметный на белых контрастных полосах на черном фоне. Но это с близкого расстояния. С обычного расстояния для просмотра этот момент не виден. Картинка у проектора достаточно резкая. Для фильмов рекомендуется снизить параметр контурной резкости до 40 или сразу выбрать режим UMAX. Для игр в YouTube можно повысить параметр четкости до 80 единиц, что позволит увидеть больше мелких деталей в кадре. Как вы можете видеть, все тестовые картинки проектор Changhong C300 показывает отлично. У девушек естественный цвет кожи, ветки без артефактов, фото глазика с ресницами хорошо детализированы, и все полутона переданы отлично. Оперение птички тоже видно до мельчайших деталей, а тест яркости и контраста показывает все квадратики. Домики хорошо детализированы по всему полю кадра, а полутона на шее девушки переданы отлично и не сливаются с черным цветом. Отдельно остановимся на системе MMC третьего поколения. Она интерполирует и дорисовывает недостающие кадры, выводя видео в 60 кадров в секунду, даже если изначально оно было записано в 24 кадра. На примере видео для проверки системы интерполяции кадров в телевизорах Philips мы можем наглядно посмотреть, как работают все 3 режима MMC на проекторе Changhong C300. Проектор даже в таком сложном тесте выступает достойно. От себя добавлю, что для обычной ситуации лучше использовать уплотнялку в минимальном режиме. В этом режиме артефакты минимально и незаметны. В самых сложных случаях, например спортивные трансляции, рекомендую включать максимальный режим. Картинка становится очень плавной и четкой. Особенно это актуально в хоккее или фигурном катании, когда камера ведет спортсмена крупным планом вдоль бортов с множеством рекламных надписей. Хотел наглядно показать вам, как работает настройка трапеции в проекторе Changhong C300. Для этого специально установил камеру на зрительское место, а проектор поставил на подлокотник 3-метрового дивана. От зрительского места до проектора получилось расстояние порядка 1,5 метра. И вот с этого угла наклона проецирую картинку на экран, скорректировав настройки трапеции по 4 углам. Удобно, что проектор запоминает параметры коррекции даже после выключения. И если вам не нужно корректировать, просто установите в настройках авторежим.
Как только нужны старые настройки, входите в ручной режим и включайте коррекцию трапеции. Проектор берет из памяти старые настройки и тут же корректирует картинку под ваши условия. Сейчас мы запустим ролик с YouTube прямо с этими параметрами коррекции трапеции. На мой взгляд, картинка более чем смотрибельна. Никаких особых искажений или видимого на глаз снижения разрешения нет. Замыливаний по углам тоже нет. Автофокус проектора отлично справляется со своей задачей, даже когда проектор установлен сбоку от зрителя. Картинка резкая по всему полю кадра. А вот так происходит включение проектора при активной ручной регулировке трапеции. Начальную заставку проектор выводит без коррекции, и уже спустя пару секунд после загрузки он автоматически исправляет картинку согласно ваших настроек. Все наглядно и просто. Конечно, я сам планирую разместить проектор на стационарное место для просмотра под потолком, на специальный кронштейн. А вот тем, кто планирует постоянно менять место просмотра и переносить проектор из комнаты в комнату, такие продвинутые настройки коррекции трапеции и цепки автофокуса служат хорошую службу. Иногда автофокус может немного ошибаться в сложных условиях при боковой установке проектора. Тогда нужно запустить автофокусировку повторно. Или можно откорректировать фокус в ручном режиме, как вам больше нравится. Сам предпочитаю пользоваться автофокусом. В моем экземпляре проектора он работает без нареканий. Теперь расскажу про установленное приложение. Для просмотра YouTube пользуюсь приложением Smart YouTube. Оно позволяет смотреть ролики без рекламы и выбирать параметры видео и звука на свое усмотрение. Для просмотра эфирного ТВ у меня установлен Wing от Ростелеком. Взял себе на 3 месяца промо-пакет Transformer, подключил набор каналов 4К. Как видите, прямо сейчас идет эфир в 4К, и все это по воздуху без заиканий, тормозов и артефактов. Все показывает отлично, плавно и четко. Разумеется, каналы в HD и SD форматах тем более показывают без проблем. Wing удобен тем, что в нем есть архив телепередач, которые показывали за последние 5-6 дней. Можно спокойно выбирать любой фильм или передачу и смотреть с любого места, это очень удобно. Только в обычном пакете из 20 федеральных каналов архив выключен, но это решается путем установки модифицированной версии Wing, при этом активная подписка обязательна. Интерфейс программы простой и удобный. Понравившиеся каналы можно добавить во вкладку «Избранное» и запускать оттуда. Даже если вы не хотите платить за минимальный пакет программ Lite, можно смотреть порядка 30-40 федеральных каналов бесплатно. Достаточно зарегистрироваться в приложении по номеру телефона. Периодически бывают акции и промокоды, а также скидки. Либо вы можете поставить альтернативные программы и смотреть IPTV с плейлистов, но с ними больше мороки и они менее удобны. Приложение HD Video Box не нуждается в представлении. Это агрегатор для онлайн-просмотра фильмов, сериалов, мультфильмов, аниме и документальных фильмов. Правда, по качеству есть определенные ограничения, хотя можно настроить просмотр фильмов через торрент онлайн. Тогда качество будет зависеть от файла в раздаче и количества раздающих. Интерфейс понятный и удобный. Выбираем фильм, потом источник и начинаем просмотр, как запустится плеер и подхватится ссылка. Встроенный плеер проектора не воспроизводит дорожки в DTS, поэтому поставил MX Player Pro с набором необходимых кодеков. Или можно установить Kodi, он справится с любой медиатекой, потоковым воспроизведением с домашнего медиасервера по стандарту DLNA или просмотром IPTV из плейлиста. Теперь мы перейдем к тестам YouTube и плавного видео в 60 FPS. Начнем с показа футбольной трансляции на большом экране. Детализация на высоте. Картинка идеально плавная, ровная и четкая. На проекторе Changhong C300 вы не пропустите важные моменты матча и увидите все в самых мельчайших подробностях. Одна из причин, почему выбрал этот аппарат для построения домашнего кинотеатра. Смотреть на C300 спортивные трансляции одно удовольствие. Проектор отлично справляется с воспроизведением 4К видео. В настройках Smart YouTube можно выбрать вариант как HDR, так и без него. Пока досконально не изучил эти моменты, в режиме HDR в некоторых роликах немного меняется общая тональность картинки и добавляются дополнительные детали в тенях. Например, в ролике Якоба и Кэти Шварц в скалах как раз заметен этот момент. Покажу вам сразу две картинки для сравнения. В режиме воспроизведения видео с HDR появляются дополнительные детали. Картинка идеально плавная на 60 Гц. Сочетание с большой диагональю это еще сильнее погружает зрителей в происходящее на экране. Проектор Changhong C300 воспроизводит тестовые ролики с YouTube 60 FPS на отлично, передавая всю гамму цветов и оттенков и сохраняя высокую детализацию по всему полю кадра.
Здесь отлично выглядят любые сюжеты, будь то яркий солнечный день на пляже или ночной таймлапс экзотического азиатского города. Оттенки кожи проектор тоже передает отлично. В любых условиях цветопередача остается на высоте. Цветовой охват на 135% выше, чем базовый HD формат REC 709. По желанию можно включить режим динамического контраста. Этот режим хорошо подойдет для просмотра HDR контента на проекторе. Более подробно этой темы мы коснемся в следующем видео. За один раз невозможно охватить все моменты. Как уже говорил, YouTube, телепередачи и видеоигры можно смотреть с параметром резкости в диапазоне от 50 до 80 по вашему вкусу. Это позволяет повысить детализацию изображения. Для фильмов излишняя контурная резкость приводит к дополнительным артефактам и вредит картинке. Поэтому рекомендую установить параметр четкости на 40 во время сеанса кино или просто включить режим UMAX, не забывая выключить уплавнялку. У проектора есть небольшая рамка порядка 4 см по периметру экрана. Это особенность работы DMD чипа, и она присутствует во всех LED DLP проекторах. Если она вам не нравится, рекомендуется сделать черные обрамляющие полосы по периметру экрана, которые скроют эту рамку и визуально поднимут контраст изображения. Для того, чтобы наблюдать работу HDR на светлых участках изображения в большей степени и повысить яркость, нужно проецировать изображение на меньшую диагональ и с меньшего расстояния до экрана, например 50 дюймов. Для повышения контраста на больших диагоналях рекомендуется использовать специальные ARL экраны. Хотя проекция на бело окрашенную стену меня более чем устраивает по всем параметрам.